там. Сримад Бхагавати Гадха Rahasya Prakasakam Samsayon Krishnam Vande Jagadgurum Jyotishagnanamartandam Arsha Vignana Bhaskaram Sadachara Pravaktaram Krishnam Vande Jagadgurum. Om Asmat Gurubhyo Namaha. So we have started looking at the functionality of Anahata. Personality? Functionality. Function. Okay. Итак, мы начинаем рассматривать функции анахаты. That is governed by Capricorn and Cancer. Анахатой управляют Козерог и Рак. So, breathing, breath, дыхание, the circulation, кровообращение are some of the lower functions. и кое-какие из низших функций. The higher functions are the governing of the Anahata Chakra. Which function? Anahata Chakra, the higher function. Да. Высшие функции, они управляются анахатой. And the blooming of the lotus from the chakra. И цветением того самого лотоса сердечной чакры. Мне опять нужна твоя помощь, естественно, Саша. Высшие функции. Высшие функции управляются анахатой. So, the Anahata, when the lotus blooms, there are 12 petals. У лотоса. Спасибо большое. Козерог, да? Сейчас проверим. Да. Сори. У анахаты есть 12 лепестков, мы помним о них, да? 3 лепестка божественной любви. 3 лепестка чего? There are 12 petals. 12 лепестков. Уже есть. 3 of them 3 из них are divine love. Это божественная любовь. The property of the petal is divine love. То есть свойство этих 3 лепестков – это божественная любовь. So for that petal to be active, То есть для активизации этих лепестков the individual must be practicing человек должен практиковать divine love. Божественную любовь. So we will see in depth as to what this divine love is. Мы разберем, что это за божественная любовь такая. Especially we will look at how an individual practicing divine love, и рассмотрим, как человек может практиковать эту божественную любовь. How he will behave. И как он будет вести себя, практикуя эту божественную любовь. So divine love is also called as bhakti. Божественную любовь называют бхакти. By Saint Narada. Ее так назвал мудрец Нарада. So we will look at the Bhakti Sutras. И мы будем смотреть на Бхакти сутру, given by данную Нарадой. Given by Narada. So Saint Narada is the highest initiate. Мудрец Нарада – это высший посвященный. He initiated Valmiki. Он посвятил, в смысле, он инициировал Вальмики into the mantram.
дал посвящение, он дал Валмике посвящение в мантру Sri Rama Шри Рама and made him write the entire Ramayanam. И как результат Валмики написал всю Рамайну. So, similarly, Подобным же образом. he is the guru of Vedavyasa. Он также, Нарада также был гуру Ведавьяса. Валмики у Нарада. Valmiki and Vyasa. Нарада was guru of Valmiki and Vyasa. Yes, both. Да, да. Нарада также является гуру Вьясы. So he initiated Vyasa Maharshi to write Bhagavata Purana. Он подвиг, инициировал, посвятил Вьясу для того, чтобы тот написал Бхагавата Пураны. He also initiated very highest order devotees of Lord Vishnu. Он также давал посвящение очень преданным Господа Кришны очень высокого ранга. So he initiated Prahalada Например, Прохладу. when he was in the womb itself. Он дал ему это посвящение тогда, когда он был уже еще в утробе матери. He initiated Dhruva, Также он дал посвящение Друве. the pole star. Друва это у нас полярная звезда. So without Narada Muni's grace, Без милости Нарада Муни it is very difficult for any individual для каждого человека было бы трудно to practice bhakti практиковать бхакти or divine love. или божественную любовь, So что есть одно и то же. because there are 3 petals Потому что есть 3 лепестка that are awakened only by practicing divine love, в анахате, которые могут пробудиться только от практики божественной любви. we will look at some principles И мы посмотрим на некоторые принципы and guidelines and guidelines guidelines guidelines. Guidelines. Не слышу. Сейчас очки надену, может, поумнее буду. И, ведущие моменты, given out by Saint Narada которые давал мудрец Нарада. about practicing bhakti. Насчет практики бхакти. So he describes in some sutras how a person who is well established in divine love, how he behaves. Он описывал в своих сутрах, как человек, укрепившийся в божественной любви, как он ведет себя, какое у него поведение. So we will look at Narada Muni's very brief life history. Мы кратенько остановимся на истории жизни Нарада Муни, Very briefly, очень коротко, and then we will move on to the sutras. а потом перейдем к сутрам. So for now, yesterday we were looking at the 4 signs. Вчера мы говорили про 4 знака, Sagittarius to Pisces, которые идут от Стрельца до Рыб, having double nature. и у которых есть вот эта двойственная натура. So this double nature means they govern the lower limbs. They govern the lower limbs. Они, с одной стороны, руководят нашими нижними, And also fold нижними конечностями, а также руководят these principles fold into the Sushumna этими принципами, которые разворачиваются в сушумне and govern the blooming of the lotuses. and govern the, Blooming of the lotuses. и они руководят
цветением лотоса в анахате. They find their expression on Shushumna. They find Да, они находят свое выражение через Сушумну. when they serve as the higher counterparts Служа высшими соответствиями 4 знаков of the 4 signs from Gemini to Virgo. от Близнецов до Девы. So we have the zodiacal signs. Так мы смотрим, да, у нас есть зодиакальные знаки. So if I can draw it. Да. Ну, противоположные знаки. Противостоящие. Они высшие их соответствия. This is Sagittarius, this is Pisces. В нижнем левом углу Стрелец, в верхнем So левом what is being said is Рыбы. А справа у нас все это начинается от Близнецов. they serve as the higher counterparts of Gemini to Virgo. Да, и внизу Дева. So Aquarius serves as the higher counterpart of Leo. Это соответствие, высшее соответствие Льва. When it is functioning within the Shushumna. Тогда, когда работает в Сушумне. So Virgo, Pisces. К Деве соответствуют Рыбы, Gemini is Sagittarius. Близнецам Стрелец, Cancer is Capricorn. So, ну и наша пара see the higher counterpart, Рак и Козерог. the higher counterpart of Cancer works through Capricorn inside the Shushumna. Высшее соответствие Рака. So that is the meaning of this sentence. Через действие Сушумни оно выражается через Козерог. They find their expression on Shushumna. They find their expression on Shushumna. Они находят выражение в Сушумне. When they serve as the higher counterparts Тогда, когда работают высшими соответствиями from Gemini to Virgo. знаков от Близнецов до Дев. So the actual signs from Gemini to Virgo are located along the spinal column. Вот. I will explain. So Эти знаки располагаются вдоль позвоночного столба. The signs from Gemini to Virgo Знаки от Близнецов до Девы are along the spinal column располагаются вдоль позвоночного столба. from throat center to solar plexus. От головного центра до солнечного сплетения. But only as expressions and activity of chakras. Но лишь в качестве выражения чакры и их деятельности. So the chakras we have seen, they govern all the functioning of the body. Like Мы говорили о том, что чакры, они руководят всей деятельностью тела. So what is being said is these signs work outside the spinal column, along the spinal column as activity of chakras. И мы говорим, что эти знаки работают вдоль позвоночного столба, как деятельность и функции этих чакр. Whereas в то время как the 4 signs from Sagittarius to Pisces 4 знака от Стрельца до Рыб are located within, они расположены внутри позвоночного столба, а не вдоль его.
not along the spinal column, Не вдоль позвоночного столба. on the plane of the lotuses. On the plane of the lotuses. Они расположены внутри на плане лотосов. While at the same time А в то же время serving the lower limbs, functionality of the lower они organs. служат соответствием нижних конечностей. For this reason, they are said to be of double nature. И именно по этой причине их называют знаками с двойственной природой. So, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, they govern the lotuses along the Shushumna. Итак, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы, они расположены в Сушумне. Там и работают на уровне лотосов. While the four signs, Gemini to Virgo, work а противоположные знаки от Близнецов до Девы along the spinal column работают вдоль позвоночного столба. on the activity of the chakras. Действуют на функции чакр. So this It is is complicated. Это вообще реально очень сложно. Нет, я понимаю, я могу все повторить. Ну, для меня это будет как бить в кастрюлю, слушайте. So Ну, в смысле, я понимаю даже, о чем, ну, в смысле, формально, но я вообще не понимаю, о чем это. I'm trying to make these things simpler by expanding and explaining in terms of things, but Постараюсь вам упростить этот топик, there are certain principles. расширяя эту тему и Principles объясняя. need to be understood as principles. Но принципы нужно понимать как принципы. So the important principle is Gemini to Virgo govern the activity of the chakras. То есть главный принцип здесь, что от Близнеца до Девы эти знаки руководят чакрами, Sagittarius to Pisces а со Стрельца до Рыб along the Sushumna вдоль Сушумны on the plane of lotuses. они работают на плане лотос. Now I understood. Круто, я поняла. Я поняла, да. Чакры – это у низшего человека, тот, который развивается, у него лотосы начинают развиваться, раскрываться, и поэтому правые знаки работают на уровне чакр, а левые, их высшие соответствия, они работают на уровне уже раскрывающихся лотосов. I got it. I didn't understand. I got it. I'm glad you got it. Otherwise it will be difficult for you to translate. Yeah. Yeah. Ardhamayindi. Oh, nice. So, the functions of the signs from Sagittarius to Pisces on the higher side is along Shushumna, inside the vertebral column, and the signs Gemini to Virgo outside along the spinal column on the plane of chakras. Итак, повторим в 15-й раз. От Стрельца до Рыб они работают внутри Сушумны на плане лотосов, а от Близнеца до Девы они работают вне позвоночника, вдоль позвоночника, а работают над функциями чакр. So, Ферштейн? Отлично. so on the plane of lotuses, Capricorn Случилось страшное. Нет. Я куда-то нажала. Делала. Ой, все? О, поняла, спасибо. Правая нижняя, правая нижняя. So on I'm the- very sorry. on the plane of the lotuses, На плане лотосов Capricorn Козерог serves as the counterpart of Cancer. является высшим соответствием рака. So the higher counterpart of Cancer works
through Capricorn on the plane of lotuses. Высшее соответствие рака работает через Козерог на плане лотосов. So there are very, very important concepts here. That's why I'm repeating so that we understand. Это очень важная идея, поэтому я ее повторяю в 1500 раз, потому что это очень важно понять. So Слева высшие, справа низшие. Справа работают на уровне чакр вдоль позвоночника. Слева их высшее соответствие, поэтому, ну, как бы на 180 градусов. Высший рак – это Козерог. Да. И они работают уже внутри, как бы в сушумне, вот, на плане лотосов. А лотосы начинают раскрываться не сразу. То есть у нас сначала чакры, они просто вертятся, как колесо, нам вчера говорили или позавчера. Вот. Когда человек поднимается более высоко на своем духовном пути, тогда у него вместо колес распускаются цветы. У каждого по сколько-то лепестков. Каждый лепесток имеет какие-то качества. То есть, по сути, в нем раскрываются некие качества, высшие качества. Когда они раскрываются, тогда соответствие по правой стороны, высшее соответствие проходит через эти знаки. So, these signs, Sagittarius to Pisces, have a double. Они всегда двойственные, вот эти левые знаки, ну, в смысле, на левой стороне таблицы, от Стрельца до Рыб, у них есть двойная функция. Одна на физическом уровне, ну, мы говорили про эти, соответственно, кому-то бедра, кому-то там колени, кому-то голени, кому-то ступни. И одновременно они работают на высшем уровне вдоль сушумной. This double nature Это двойственная их природа finds its fullest expression находит свое самое высшее выражение in Capricorn, именно в Козероге, which is located as the который располагается higher activity of the lotus как высшая деятельность лотоса, between the throat center and the heart center. она расположена между горловым центром и центром сердца, сердечным центром. Many schools of yoga Многие школы йоги do not recognize the existence of this lotus. не признают это существование этого лотоса. You mean in between this chakra and this chakra there is one extra lotus? Okay. Ну да, как бы. So we will see what that is. Сейчас посмотрим, что это за лотос. This lotus is called seat of Narayana. Этот лотос называется местопребыванием Нараяны, The highest spirit above creation. высшего духа, находящегося над творением. The Lord within the chakra of the heart center Владыка внутри чакры сердечного центра is much different from the весьма отличен от владыки в лотосе сердца. Okay, it is text. I can. Lord within the lotus of the heart. Ravi, when you are reading the text, I can read it Okay. not so word by word. It is easier to understand to people. Okay. Okay. The Lord within the Just a minute. I will repeat this as one sentence. Okay. Okay. Итак, проникаемся. Владыка внутри чакры сердечного центра весьма отличен от владыки в лотосе сердца. То есть вы поняли, да, что между сердечной чакрой и горловой чакрой есть вот этот лотос, который не все йоги признают,
которое является местопребыванием Нараяны, и в котором владыка отличен от того владыки, который в чакре сердца, да, находится. The Lord within the chakra of the heart center is much different from the Lord within the lotus of the heart. I said it. The Lord within the chakra is called Vasudeva. Владыка чакры зовется Васудева. The 12-syllabled name of God. The 12-syllabled name of the God. Why 12 syllable? We will. Хорошо, я просто читаю. 12-сложное имя Бога. Почему 12-сложное, пока никто не понимает, говорит, объясню. Who sacrifices himself Который жертвует себя, to dwell within the wheel, чтобы пребывать внутри колеса. while the Lord in the lotus В то время как владыка лотоса is called Narayana. зовется Нараяной. So, Narayana is the highest spirit above creation. Нараяна – это высший дух творения. This Lord lives above and around and within the creation. Он живет над творением, внутри творения и вокруг творения. So, what is the master explaining here Что is здесь мастер объясняет? so whenever there is creation, Каждый раз, когда творение there is this проявляется, Lord coming down into the wheel. Lord, what? The Lord coming down into the wheel. Как бы каждый раз, когда творение проявляется, Господь спускается в это колесо. Господь Нараяна спускается в колесо. No, then he is Vasudeva. This is Lord within the wheel. Да, и когда он живет в этом колесе, в чакре сердечного центра, тогда он становится Васудевой. So Lord Narayana sacrifices himself and enters into a wheel. И Господь Нараяна совершает великую жертву и спускается в материальный мир, в колесо чакры, становясь Васудевой. So this wheel is the center of Vasudeva, is the center of every created entity. И Васудева, вот это вот колесо, это центр любого существа этой Вселенной. So from an atom От атома to Brahma's creation, до Брахмы, the center of the wheel is Vasudeva. центром колеса является Васудева. Who is keeping poise, who is keeping balance. He is the entire, he is every atom, every being. Он является, он живет в каждом атоме, в каждого существа этого мира. The center of everything, anything that we can imagine. Центр всего, что мы можем только представить. Any being, starting from a hydrogen atom, Любого существа и любого предмета, я бы так сказала. till the highest, that is Brahma. До самых высших существ, какими являются, например, Брахма, сам Создатель. Vasudeva is the center. Васудева – это его центр тоже. So he И центр sacrifices. каждого атома. So, Om Namo Bhagavate Vasudevaya is the 12-lettered syllabus. 12. The 12 is Om Namo Bhagavate Ой, Vasudevaya. мы нашли 12 слогов. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом. Еще, да? Ом we are counting, yes? Yeah, they are Sanskrit. Ом намо Бхагавате Васудевая. 12 сложное имя Васудевы.
Ну все, я довольна. Нашли 12 шагов. Ой, 12 слогов. So, Окей. Narada Muni initiated Dhruva into this mantra. Итак, Нарада Муни инициировал Друву вот в эту мантру. And he is at the highest position as the pole star. А Друва, она находится в самом высоком положении, и это наша полярная звезда. This story is given in detail in the Bhagavata Purana. А эта история дана в Бхагавата Пуранах. So now, this is the 12-petaled lotus, which is there as the heart center. It is in fact a lotus, which is there. So that's what Master is saying. Many schools do not recognize the existence of Vasudeva. You said that there is lotus in between this and this. And that is Vasudeva. That is Vasudeva. This center is Vasudeva. Yes. And here it is said that it is Narayana, and Vasudeva is in the chakra of Anahata. Yes, that chakra is a 12-petaled lotus who is there. When that wheel opens up, it is a 12-petaled lotus. And another lotus is what? That is Narayana, the actual. So, It is separate lotus or it is same? It is separate lotus. So, one is the chakra. So, Yes. here. Can you draw? Make drawing. So this chakra, this lotus of the Anahata, this is. Otherwise I don't understand. Otherwise you don't understand. So, there is Anahata. Yes. Я не понимаю, поэтому не могу перевести. Я могу переводить дословно, может вы поймете. Да, да, есть вот этот диск, ну как бы сердечный центр, в котором живет Васудева. Здесь написано, что Васудева отличен от Нараяны, потому что Нараяна в том лотосе, который выше сердечного центра, и не доходя до горлового, а Васудева в диске. А теперь он говорит, что диск это на самом деле лотос. И я запуталась. So, that's what. So, the Lord. Okay. The Lord within the wheel is Vasudeva. So, can I draw? Because So don't get confused. So, because we are mostly women, so we want some concrete thing. We cannot understand too much abstract thing. So this is Anahata. This is Vishuddha. This is lotus. No? 12 petal. Or this is lotus. This chakra is opening as a lotus. No lotus here. No, both are lotuses. So this chakra is in fact a lotus. When it opens up, it is a lotus. And this is a separate. This is lotus. Narayana. Yeah, this is Narayana. This is Narayana. But Narayana. you said this is Narayana. Just 1 minute ago. Yes. 1 minute ago you said this is Narayana. Before you said this is Narayana. Both are Narayana. So it should not be understood geometrically. It should not be understood geometrically. Geometrically. Это не должно пониматься геометрически. Все это как бы не имеет никакого объяснения. Все. So what? Невозможно конкретно понять. Okay, Ravi, I will translate without understanding, okay? No. See, you should understand that. But when I'm asking very concrete question, you are telling that it is impossible to understand this geometrically. If it is impossible, then I can translate just what you are telling. Okay, then let's relook at the text once again. Давайте. I was thinking if I should cover this or not, but then I decided to cover it because you should know the difference between Vasudeva and Narayana.
Yeah, but for now we cannot understand the difference between Vasudeva and Narayana. See, the Lord within the lotus We of the were heart center. understanding before. No. And let's understand. Let's make another attempt. Okay. The Lord within the chakra of the heart center is much different from the Lord within the lotus of the heart. Okay. I will read it, not to confuse. Okay. Я снова прочитаю эту фразу. Так. Сейчас, секунду. Значит, we are reading from which place, which sentence? The Lord within the chakra of the heart Владыка внутри чакры сердечного центра is called Vasudeva. называется Васудева. And the Lord within the lotus of the heart А владыка внутри is called лотоса Narayana. сердца называется Нараяна. Владыка лотоса называется Нараяна. So, while we use the word chakra, it is in fact a lotus. So, Okay, I understood one thing. I will explain and you will tell if it is what I understood. So, when we are more on mundane life, so we have this chakra and the ruler of this chakra is Vasudeva. When we are elevating, then lotus is blossoming and the ruler of this lotus is Narayana. Narayana, yes. And then And this is the same thing, Same but, thing. but on different levels of understanding, yes? Understanding. No? yes, yeah, to some extent what you are saying is correct. Yes. So, let's understand the sentences as given in the book. So, the important thing here is there is a lotus between the throat center and the heart center. Master used the word lotus. Хорошо, начинаем сначала. Между горловым и сердечным центром есть лотос. Many schools of yoga do not recognize the existence of this. Многие школы йоги не признают его присутствие. This lotus Этот лотос, is called seat of Narayana. этот лотос называется местом Нараяны. So there is a lotus which is the seat of Narayana. То есть есть лотос, в котором сидит Нараяна. The Lord within the chakra of the heart center Господь внутри чакры сердечного центра is different from the Lord within the lotus of the heart. это другой Господь, не тот, который внутри лотоса. So there is a chakra, heart chakra, that is center of it is Vasudeva. Есть чакра, сердечная чакра, и в ней пребывает Васудева. And the Lord in the lotus is Narayana. А Господь в лотосе – это Нараяна. Okay? Okay. So the center of the wheel of the heart center is Vasudeva. Итак, в центре сердечного центра сидит Васудева, And the lotus is Narayana. а лотос – это Нараяна. So there is a difference between the Lord in the lotus of the heart and the seat of the lotus. The seat of the lotus is Vasudeva, the chakra. Say it again. So there is a difference between the Lord in the chakra and the Lord in the lotus. This we understood. Last sentence, please repeat. Yeah, let's leave it there. So one is Vasudeva, other one is Narayana.
Итак, один Васудева, другой Нараяна. So there are different sadhanas or approaches to realize these two lords. Есть разные садханы или подходы для того, чтобы понять этих двух богов. So in the Bhagavata Puran, there В are, Бхагавата Пуране it talks about 3 sadhanas. говорится о 3 садханах. One is Vishnu, Первое – это Вишну, next is Vasudeva, второе – Васудева, next is Narayana. а третье – Нараяна. Please explain what is sadhana. Could you please explain what is sadhana? Sadhana means fiery aspiration. Садхана – это пылкое устремление. Одно пылкое устремление называется Вишну, второе Васудева, а третье Нараяна. So Vishnu Upasana. Upasana means trying to Упасана, садхана – это упасана. make a practice which То will есть give a практика для достижения кого-то, divine experience. для получения божественного опыта. So first, an individual experiences soul light. He experiences the soul light. Это когда человек получает опыт света души. Soul light. Света души. So then he experiences the same light in every atom he sees. Потом он начинает иметь опыт видения этого света в каждом атоме этого мира. That is Vishnu. И это Вишну. So everything I see, the food Все, I eat, на что бы я ни бросил глаз, the food I eat, this pen, this duster, еда, everything is. которую я ем, и все, что я вижу, So this vision is having Vishnu, все это Вишну. experience of Vishnu. И это опыт переживания Вишну. Then the other one is Vasudeva, means Vasudeva Upasana means the individual begins to practice seeing the Lord in the heart of others when they speak, when they act. Васудева – это когда мы видим Господа в каждом существе, с которым входим в контакт. Видим Его в сердце каждого существа. Когда Он говорит, когда Он действует, мы видим это существо, мы видим этого Васудева. So Narayana is the next step. А Нараяна – это уже следующий этап, where the person in that state когда человек находится на стадии, identifies himself with anybody and everybody. когда он понимает, что каждый и все, что он видит, это он сам. And works through them. И работает через этих. So I will sit in Himalayas, Я буду сидеть в Гималаях, but I can make somebody work. но могу как бы через кого-то сделать какую-то работу где-то на другом конце света. I can go and do somebody's work physically. Да, то есть он может побудить человека сделать некую работу. With this realization of the lotus in the heart. И это происходит тогда, когда он получает осознание, опыт этого лотоса в сердце. So this is the chakra within the heart. This is the seat of Narayana. Васудева – это чакра в сердце, и это место, где живет Нараяна. Okay? Окей. Зададим вопросы на этих вещах. So, any questions? We should understand this. So, many schools of yoga or many schools don't consider Vasudeva and Narayana as different.
Многие школы йоги не воспринимают Васудеву и Нараяну как разных. They treat it in the same manner. Они считают, что это одно и то же. They will just say it is Vishnu or Lord Narayana. They don't distinguish. Говорят, что и Васудева, и Нараяна это все Вишну. So, Они их не различают. one Vasudeva is the seat of the Narayana. Васудева это то место, где расцветает Нараяна. So Vasudeva is Пребывает there. Нараяна. Vasudeva is there as the center of all created beings. Васудева это центр всех тварей. Творений. Ну, всех, кто есть в творении. So in order to experience Narayana, first the individual will need to experience Vishnu and then Vasudeva, and then only they can experience Narayana, the highest. Путь расширения наших осознаний и опыта – это идти от Вишну к Васудеве, потом от Васудевы к Нараяне. I hope some confusion has been cleared. Yes. Now it is okay. So what Master is saying is, unfortunately, this distinction is not noticed by many students of the spiritual path, and the result is that main keys in the Vedic mantrams, Bhagavata and Vishnu Purana are lost. К сожалению, многими учениками духовного пути это различие не замечается, а в результате теряются главные ключи к мантрам Вед, а также к Бхагавата Пуранам и к Вишну Пуранам. Shankaracharya and Ramanujacharya explained these things thoroughly. Шанкарачарья и Рамануджачарья очень хорошо разъяснили эти вещи. Capricorn is thus the seat of the Lord in the lotus. Так что Козерог – это место пребывания Господа в лотосе. The spiritual student who is born in this sign has his path of direct yoga. Духовный ученик, рожденный под этим знаком, идет путем прямой йоги, By meditating upon this symbol медитируя на этом символе near his heart. возле своего сердца. So, Master is giving out the meditation that needs to be carried out in the heart. Символ имеется в виду лотос. So, То есть мастер дал медитацию, it can be practiced by anybody. медитацию на этот символ возле своего сердца. It is more helpful. И каждый может делать эту медитацию. It is more helpful for the people of Capricorn. Это легче делать людям, рожденным в Козероге, но каждый может практиковать это. The lotus should be of milk white color. Лотос должен быть молочно-белого цвета. And Narayana of indigo color. А сидящий в нем Нараяна Indigo. индиго, синим. Indigo color, seated in it. Цвет индиго. The description of Narayana and Vasudeva Описание Нараяна и Васудева is also, Vasudeva also is the same as that of то же самое, что и описание is also the same as that of Vishnu in Bhagavata. Вишну в Бхагавата Пуране. Narayana is the man. Narayana in man Нараяна в человеке is called the spiritual microcosm называется духовным микрокосмосом. by the masters who gave out the formula through Madam Blavatsky. Микрокосмом. Нараяну в человеке назвали духовным микрокосмом учителя, давшие эту формулу через Елену Блаватскую. So the way to meditate upon the Lord is, the Lord Narayana is, he should be in indigo color. Итак, мы должны медитировать на Господа Нараяну синего цвета, цвета индиго.
wearing a golden yellow robe, одетого в золото-желтое одеяние, and holding a shank, the conch, panchajanya, да, в руках держащего раковин, Sudarshana chakra, Сударшана чакру, and then holding a mace in four arms, two arms like this, Yeah. one arm holding the mace, одна рука благословляющая, and the other arm blessing. holding the Mace, the weapon which is like a sphere and a rod. Забыла, как называется. Скипетр. В одной, ну, Mace. Да. Gada. I don't know. Значит, раковина, чакра на пальце, вот этот вот, там скипетр или какое-то оружие. Давайте посмотрите кто-нибудь рисунки, что у него там в четвертой руке. И одной рукой благословляющий. Ну, то есть вот на эту картинку он весь синий, в золотых одеждах, сидящий в лотосе, в бело-молочном. Молочно-белом. Золото-желтое. Он сам должен быть синий, а одеяние у него в золоте и желтом цвете. See, the И lotus, 4 руки, соответственно, держащие то, что на всех картинках нарисовано. Я забыла, что у него в 4 руке. the lotus is in milk white color. I repeated it. The lotus is in milk white color, and the Lord is in the Indigo color. indigo color, Yellow, gold, yellow robe, clothes, with four Sudarshana. hands. Everything other than the body of the Lord is in golden yellow color. Все остальное в золотистом цвете. Короче, кроме самого, который синий. Самого So that is why Нараяна, который синий. the Lord Vishnu, wherever you see, is always in indigo color, and the Sudarshan chakra and the Panchajanya. Если вы любую картинку So Вишну, Нараяна. Vishnu, it is the same. Vishnu, Narayana, Vasudeva is the same form. Да. Если вы найдете, Вишну, Нараяна и Васудева это одинаковые формы, но содержание разное просто. Вот, выглядит он всегда одинаково. Он цвета индиго, в желто-золотых одеждах, золотистых. Держит. So, Но все-таки вот это булава или скипетр? Что он держит? Не булава, не скипетр. Нет, он сказал, что это оружие, поэтому это булава. Булава, да, булава. so when the heart center lotuses open up, the petals open up, Когда лотосы сердечного центра открываются, there is the experience of Narayana in this form. тогда мы переживаем Нараяну вот в этом, имеем опыт Нараяны в этой форме. So it is said in other scriptures that he is of the size of the thumb. He is of this size at the heart center. Center is of this size. This size. And the Lord Narayana Is is of this size. И сказано, что сидящий в центре лотоса, в сердечном центре Нараяна, он величиной с большой палец. So when the 9 outer petals and the 3 innermost petals of the heart center open up, И когда эти лепестки, 9 внешних лепестков и 3 внутренних открываются, then there is this experience of Lord Narayana. тогда мы получаем опыт Господа Нараяны. So it all begins with the higher bridge beginning, when there is a luminous tissue produced.
И все это начинается с того, что у нас производится светящаяся ткань в нашем высшем мосту. It begins there. The divine experience begins there. Это божественный опыт начинается там. As more and more centers get activated, И чем больше центров у нас активируется, this luminous tissue grows more and more and results in the эта светящаяся ткань, она растет, ее сила растет. Results in the petals being opened up. The centers, the chakras begin to bloom into lotuses. И чакры начинают распускаться в лотосы. So, it is said in the scriptures, И в священных писаниях написано, the individual first experiences the brow center, then higher centers in the head, что у человека and then the Sahasrara is vacant. Sahasrara is vacant individual start with this center, with brow with brow center. brow center. Usually it is the brow center where the gurus contact the disciple. И сначала распускается межбровный центр, потом сахасрара, Then after Sahasrara, а после сахасрары the yogi descends into the heart center. йог спускается в сердечный центр. So from the Mooladhara he goes via the centers, he goes to Sahasrara and then he settles down at the heart center. Но все-таки он начинает не с межбровного центра, он с Муладхары начинает, постепенно все его центры раскрываются, он доходит до сахасрары, а потом опять спускается в сердечный центр. He does this to serve the society. Для того, чтобы начать служить обществу. So he spreads this divine love. И распространять этот божественный свет. He is fully accomplished as Lord Narayana. И тогда он полностью He's always in the experience of Lord Narayana. завершен, как Господь Нараяна. То есть у него есть опыт Господа Нараяна, когда он вот так сделал. Where he becomes a radiating divine love. И с этого момента он начинает распространять вокруг себя божественную любовь. So that is why very, very evolved spiritual saints like Sathya Sai Baba, Поэтому очень старые святые, такие как Сай-Баба, например, their divine love radiates and many people are attracted to them. от них идет излучение вот этой божественной любви, и очень многие люди привлекаются к нему, тянутся к нему, приезжают. It is because they have descended from the Sahasrara to the heart center. И это происходит именно потому, что он, раскрыв весь свой потенциал всех своих чакр, он спустился потом в сердечный центр для того, чтобы распространять божественную любовь среди людей. The experience at the Sahasrara is brilliant light, white light. Опыт, который мы получаем в Сахасраре, это блестящий белый цвет. But in the heart center there is a form. But in the heart center there is a form of Lord Narayana. Но когда после этого человек спускается в сердечный центр, тогда появляется форма Господа Нараяны. The experience at the head center is also called as Shiva, Sadasiva. Тот опыт, который получается в Сахасраре, когда мы достигаем его, это опыт Шивы. Мы его называем Сада-Шива. But the experience at the heart center is Narayana and Vasudeva. Но опыт, который мы получаем после этого в сердечном центре, он называется Нараяна Vasudeva. или Васудева. So, we have seen that Aries governs the head center and we have seen the scriptures. Мы помним, что Овен руководит головой, головным центром. И мы видели в священных писаниях. We have seen some of the Bhagavata Puran stories.
Некоторые истории symbolism. Бхагавата Пуран About Aries, we saw. об Овне. So similarly, we will see some stories about Lord Vishnu, Также мы Narayana, послушаем некоторые истории про Вишну и Нараяну, how they practiced devotion, как они практиковали преданность. they are called devotees or bhaktas. Они называются преданными или бхактами. Okay, with that we will end our class today. На этом наш класс закончен сегодня. Vasudeva. Васудева. Васудева.